Картины, на которых предметы изображены с такой осязаемой отчетливостью, что грань между вымышленным и реальным мирами почти неощутима. Кружевные ленты и рисунки, словно случайно брошенные на раскрытый веер, на самом деле гравированное изображение на пергаменте. Шкатулка из тонированного металла, выполненная в XIX веке, принимает облик подлинного готического ларца из тисненной кожи. Грибы с замшевыми и кожаными шляпками, исполненные так натуралистично, что кажется только принесенными из леса. Эти и множество иных произведений искусства, в которых создается иллюзия реальности, принято называть обманками. Играя со зрительным восприятием, они создают эффект присутствия подлинной натуры, а не художественного творения. Забава именно для глаз. Обманки непременно стремятся ввести зрителя в заблуждение. Этот виртуозный, порой не чуждый юмора вид искусства уходит корнями в глубокую древность. Между тем, далекие предшественники обманок нового времени, созданные, например, в Древнем Египте, не были художественными обманами и, собственно, имитациями в нашем понимании. Имитации различных предметов были широко распространены в культовой практике как погребальный инвентарь или являлись важной частью техники мумификации. В древнеегипетских имитациях воплотились важнейшие черты архаического мировосприятия. В сознании предметы, схожие по форме или по видимости материала, порождают одинаковые зрительные образы. Для древних египтян этого было достаточно, чтобы оригинал и его имитация считались идентичными. Истоки европейской обманки берут свое начало в искусстве античной Греции. В своем стремлении к жизнеподобности образов художники древней Эллады обратились к зрительному восприятию. В классическую эпоху подражание природе стало главным принципом греческого искусства. Восхищенное, как в жизни, служило высшей похвалой произведениям искусства. О несохранившихся до наших дней прославленных картинах, способных обмануть чувство зрения людей и даже животных, слагались легенды и эпиграммы. «Совсем как живая, будто с места сойти она хочет», писали античные авторы о греческих скульптурах, так походивших на живых людей, только более совершенных. Жадная тяга скульпторов к убедительному сходству с природой нашла отражение в передаче одежды, особенно в изображении богинь и кор. Время стерло окраску античных мраморов. Между тем скульптуру расписывали красками, а потом тонировали воском. Этим достигалось впечатление реальной телесности прекрасных статуй. Настенные росписи римских вилл, открытые в Помпеях, Стабиях, Геркулануме, демонстрируют множество вариантов живописного иллюзионизма. Средствами живописи имитировалась кладка из мрамора, травертина, порфира. В настенных декорациях создавалось иллюзорное пространство, наполненное обманными колоннами, скульптурными деталями, пейзажами. На плоскости стены возникали архитектурно-перспективные композиции, реальные или вымышленные. В сложную пространственную игру включались обманчиво реальные предметы и целые натюрморты. Некоторые росписи имитировали бытовавшие в античном мире панели картины с закрывающимися деревянными ставнями. Станковым картинам успешно подражали и мозаичные панно. Спустя многие столетия иллюзионистическая живопись вновь появится и станет востребованной уже в эпоху Возрождения. Лоджии Рафаэля в Эрмитаже – почти точное повторение Папской галереи в Ватикане, расписанной великим мастером и его учениками.
Перспективные декорации лоджий демонстрируют достижения ренессансной живописи. Художники эпохи Возрождения были увлечены разработкой линейной перспективы, экспериментировали со сложными ракурсами, изучали оптические эффекты и приемы светотени. Важным средством отображения зримого мира стала масляная живопись, вошедшая в практику европейских мастеров в XV веке. Начиная с эпохи Возрождения, увлечение пространственными иллюзиями нашло отражение и в прикладном искусстве. Иллюзорные архитектурные панно часто украшали фасады кабинетов, которые появились в европейских интерьерах в XVI и XVII веках. За притворенными створками кабинетов скрывался мир миниатюрных дворцов-сокровищниц. Выдвигая потайные ящички и нажимая на секретные кнопки, владелец наблюдал за метаморфозами сочиненного архитектурного пространства. Подобные кабинеты предназначались для хранения особо ценных вещей, собрания редкостей. Богато декорированный кабинет черного дерева исполнен во второй половине XVII века во Франции. Внутри выстроен интерьер дворцового зала и галерей, уводящих взгляд в зеленые дали парка. Иллюзия бесконечного пространства завораживает. Она создана с помощью зеркал, живописных вставок, а также наборных панелей с инкрустацией. Несмотря на малые размеры, композиция производит эффект, подобный перспективам монументальных фресок. Большой простор для создания иллюзионных росписей предоставляла архитектура барокко, динамичная, насыщенная контрастами, тяготеющая к театрализации. Обманные приемы монументальной живописи преображают пространство дворцовых залов, лестниц и церквей. Иллюзорное пространство плафона с изображением неба производит эффект прорыва реального пространства интерьера в бесконечность. Созданные кистью художника архитектурные элементы служат продолжением реальных колонн, карнизов и парусов. Интерьеры зрительно кажутся выше. Исполненные Гризалью имитации скульптуры и лепного декора будут очень популярны в эпоху классицизма. Самый популярный тип обманок – живописные и графические произведения, в которых создается оптическая иллюзия трехмерности изображений. Живописные обманки получили название «трамплёй», что в переводе с французского языка означает «обман зрения». Обманки трамплёй не создают живописный образ предмета, а имитируют его во всех подробностях. В эпоху Возрождения в европейской живописи появляются портреты с иллюзорно-объемными парапетами. Позднее каменные рамы, порталы и столешницы будут включаться в натюрморты и жанровые сцены. Эти почти осязаемые преграды разделяли реальный и вымышленный миры. И в то же время именно зримая, почти абсолютная вещественность барьеров словно убеждала, что условное пространство картины реально. Создавался эффект присутствия персонажей и зрителя в едином пространстве. В манере обманки часто исполнялось не произведение целиком, а только его детали. Как элемент трамплёй воспринимаются изображения листков с надписями «картелина». Ложно-объемные картелина нередко включались в натюрморты ванитас, напоминая, как и другие атрибуты, о бренности земного бытия. Иллюзорные картелина кажутся прикрепленными не к написанной каменной плите или скатерти, а к самой поверхности произведения. Для создания иллюзорной трехмерности художники часто использовали очень близкую точку зрения. Впечатление иллюзорной объемности возрастало, если предметы, претендующие на принадлежность внешнему миру, изображались освещенными прямо падающим светом.
Всем условиям классической обманки отвечают натюрморты с изображением деревянных досок, к которым прикреплены рисунки или листы с гравюрами. Другой вариант – композиции из будто бы лежащих на столе писем, нот, смятых бумажек, игральных карт. Своеобразие натюрмортов трамплёй демонстрируют также доски, на которых висит охотничье снаряжение и битая дичь. Обычно обманки не обрамлялись, а размер деревянной доски фона совпадал с форматом картины. Сама выразительная фактура дерева уже создавала иллюзию реальности. Предметы изображались фронтально и в натуральную величину, а живописное пространство не имело глубины. Обманки исполнялись мелким слитным письмом, ведь пастозный фактурный мазок мог выдать авторскую манеру, а ее-то зритель и не должен видеть, чтобы испытать обман зрения. На некоторых натюрмортах трамплёй предметы выглядят случайными, будто в спешке расставленными. Однако в сочетании и символике вещей могли заключаться послания, философские размышления. Подобные обманки рассказывали о творческих интересах автора или увлечениях владельца, который, кажется, только что дотрагивался до этих предметов. Подлинный расцвет искусства обманки переживало в XVII-XVIII столетиях, что связано с театрально-игровым характером культуры барокко и рококо. Церемонии и празднества, галантные прогулки представляли собой театрализованные действа. Дворцовые интерьеры и парки превращались в сценические площадки для зрелищных представлений. В них участвовали иллюзионистические розыгрыши и курьезные затеи. В XVIII веке из Европы в Россию пришла мода на фигуры-обманки, являвшие собой подобие трехмерных фигур. Они ставились в разных местах комнат, на лестницах и в парковых павильонах. Некоторые театрализованные персонажи занимали место у каминов. Неожиданная встреча с такими силуэтными фигурками производила должный эффект. На некотором расстоянии, в неярком свете, их действительно принимали за живых людей. С ними раскланивались, пытались заговорить. В сценарии общения с нарисованными фигурками раскрывается сущность искусства обманки. Зритель принял изображение за реальность, пусть и на мгновение. Затем обман обнаруживается, и в финале восхищение обманувшегося изобретательностью автора. Предметы обманки сопровождали человека в его повседневной жизни. В XVIII-XIX столетиях библиотеки и кабинеты были непременной особенностью домашних интерьеров. В этом интеллектуальном пространстве дома находилось место ложным шкафам и шкафам с дверцами в виде фальшивых корешков книг. Поражавшие разнообразием идей и материалов, книги-обманки привносили беззаботную атмосферу в уголок ученой тишины. Они становились вместилищем музыкальной шкатулки, ящичком для писем, готовален. Внешнее сходство с книгами придавалось различным оригинальным вещицам. Как настоящие выглядели пресс-папье в виде раскрытых и закрытых книг, изготовленные из поделочных камней контрастных цветов. Во второй половине XVIII века под влиянием возросшего интереса к античному наследию необычайный размах получило увлечение собирательством миниатюрных резных камней. С середины столетия распространенным способом хранения слепков, скамей и инталей становятся футляры, имитирующие фолианты в кожаных переплетах. Футляры в виде книг служили главным образом для оформления комплектов оттисков с гем из прославленных европейских собраний. В эпоху классицизма в Европе и в России и сами произведения глиптики стали источником вдохновения для создания имитаций в разных материалах и техниках. Акварельные миниатюрные портреты, подражающие резным камням, служили медальонами.
Миниатюрами под камеи украшались табакерки и ювелирные изделия. Имитации камей с античных оригиналов стали главным мотивом декора знаменитого сервиза с камеями. В 1787 году этот фарфоровый ансамбль был заказан на Северской мануфактуре Екатериной II, страстно увлекавшейся коллекционированием гемм. В XVIII веке искусно подражали глиптики керамические произведения английской фирмы Джозаи Веджвуда. Голубыми медальонами и плакетками с накладными белыми рельефами часто украшалась мебель в античном вкусе, особенно популярная в конце XVIII века. Иногда и сами плакетки фирмы Веджвуда становились объектами имитации акварелью. Эффект обманки трамплёй нередко производил декор мебельного убранства интерьеров. В XVIII-XIX столетиях обманным приемом в декорировании столешниц было изображение лежащих на поверхности предметов, вееров, перьев, коробочек. Впечатление объемных, будто случайно оставленных на столе предметов производит композиция с игральными картами, исполненная в технике маркетри. Обманки заняли место среди окружавших человека вещей. Спутники беспечного досуга, они были призваны удивлять и развлекать своих владельцев. Вещицы, исполненные в манере обманки, таились среди мелочей обихода светской модницы, скрывая свои сюрпризы. В середине XVIII века в Европе и в России вошли в моду табакерки в виде запечатанных почтовых конвертов с надписями, адресами и ложными сургучными печатями. На пакетовых табакерках часто надписывался вымышленный адрес, например, «Мадемуазели безразличие», «Господину учтивость». Эти табакерки не предполагали полноценного обмана. Они интриговали своими иносказательными посланиями, радовали изяществом выдумки. Объектами для имитации становились и сами произведения изобразительного искусства. Особенно часто живописные оригиналы воспроизводились на фарфоре. Тонкие росписи огнеупорными красками воспринимались как масляная живопись, покрытая лаком. Оригиналы, исполненные резцовой гравюрой, во всех тонкостях передавала техника жаккардового ткачества на шелке. Убедительного впечатления подлинного рисунка или монохромной гравюры умели достичь искусные вышивальщицы. Ткани с печатным узором имитировали кружево. Подобные изделия не всегда создавались из соображений экономии, но нередко были модным декоративным мотивом. Подражание объектам природного мира стало особой темой в произведениях мастеров прикладного искусства. К забавным мотивам в искусстве обманки относятся изображения насекомых – мух, гусениц, бабочек. Изображение насекомых было способно превратить обычный предмет в веселящий публику курьез. В первой четверти XIX века в России на заводе Бахметьевых создавались стеклянные бокалы, рюмки, стопы с изображением мух и бабочек в натуральную величину. Когда в сосуды наливали напиток, нарисованные насекомые приобретали объем. В XVIII веке в Европе и России пышные парадные трапезы превращались в красочную театрализованную игру. На обеденных и особенно десертных столах разыгрывались настоящие спектакли, поражавшие блеском фантазии и затеями. В эту эпоху, ценившую все необычное и экзотическое, в маскарад обманок и иллюзий включились изделия из фарфора и фаянса. Дух праздничной эпохи нашел отражение в создании фарфоровых имитаций цветов. Посудные формы из фарфора и фаянса принимали облик плодов, фруктов, овощей, спаржей, ягод. Встречались даже целые сервизы в виде наборов из фруктов.
Эта фарфоровая композиция составлена из подноса с вазой в виде гроздев винограда, гранатов и груш, чайника тыквы, сливочника груши, сахарницы ананаса и чашек яблок. Ансамбль на 2 персоны исполнен во второй половине XIX века в Петербурге на Императорском фарфоровом заводе. Этот сервиз-натюрморт был изготовлен в качестве подарка русскому двору на Рождество. Во второй половине XIX века в России пользовались популярностью фарфоровые изделия с декором в виде рельефных коралловых веток. Этот мотив был заимствован из китайского искусства. Фарфоровый кувшин с ручкой в виде веточки коралла – пример двойного обмана, поскольку он кажется выполненным из серебра. Разоблачить обман можно лишь взяв в руки кувшин. Аналогичный сосуд из серебра оказался бы намного тяжелее. В самом Китае кораллы искусно имитировали слоновой костью, окрашенной киноварью. Зрительного впечатления кораллов удавалось достичь в резном красном лаке. Разные оттенки необычайно ценного нефрита воспроизводились в матовом стекле. В Китае еще с древних времен для украшения ювелирных изделий применялись цветные перья птиц. Яркие и переливчатые перья зимородка, долго сохраняющие цвет, изумительным образом имитировали эмали. Искусство нового времени дает всевозможные образцы имитации различных материалов. Круговорот рукотворных превращений одних материалов в другие почти необъятен по оригинальности идей, по художественным приемам и техникам. Возможности хрупкого цветного стекла позволяли добиваться иллюзии каменных изделий. В Венеции, начиная с XV века, подражания одноименному поделочному камню создавались из халцедонового, иначе агатового стекла. Позднее в него часто включали авантюриновое стекло с вкраплениями сверкающих частичек меди. Фаянсовые вазы английской фирмы Веджвуда подражали мрамору, граниту и иным природным камням. В век Просвещения такие подражания воспринимались воплощением безграничных возможностей человека. В XVIII-XIX столетиях высокие образцы фарфоровых изделий под камень создавались и в России. В начале XIX века русские императорские столы часто украшались скульптурными композициями «сюрту де табль» из золоченой бронзы, выполненными в парижской мастерской Тамира. Ваза «Времена года», созданная в Петербурге на Императорском фарфоровом заводе, своим видом подражает французской золоченой бронзе. Обильным золочением фарфоровые изделия могли напоминать и произведения из ювелирного золота. Яркий образец такой имитации – чайный фарфоровый сервиз Дежене с видами Павловска. Иллюзию предметов из серебра создавала искусная техника серебрения, применяемая в керамике. Керамика и фарфор и сами часто становились образцами для подражания. Во второй половине XVIII – начале XIX века появились имитации дорогого фарфора в белом молочном стекле, практически лишенном прозрачности. Материалом, часто используемым для подражаний, было дерево. Например, деревянные изделия превосходно имитировали бронзовые. Так, скульптурный декор часов, исполненных из резного дерева с позолотой, трудно отличить от часов из бронзы. Имитации материалов нашли себе применение и в архитектурном декоре интерьеров. Интерьер малахитовой гостиной был создан по проекту Александра Брюлова при восстановлении Зимнего дворца после пожара 1837 года. Вазы, колонны, камины из ярко-зеленого малахита выглядят монолитными, но это впечатление обманчиво. Их поверхности выложены тонкими малахитовыми пластинками в технике русской мозаики. Стены облицованы искусственным мрамором, потолок декорирован тонированной под бронзу лепниной из папье-маше. Двери зала выглядят как медные,
а на самом деле выполнены из позолоченного дерева. Художественной имитации материалов принадлежит значимая роль в создании архитектурного образа этого великолепного интерьера.